Очень давно у меня закралась мысль о том, чтобы как-то переснять свой первый челлендж на канале, так как во многом я спустя время понимаю, что я недоволен им. По крайней мере тем, как я проходил некоторые уровни в обычном прохождении, и то, что некоторые у меня банально не вышло пройти тогда. Но просто взять и переснять ролик было бы достаточно сомнительной идеей, вы бы вряд ли это оценили, да и мне самому бы не очень подобное зашло. А вот если что-то интересное дополнительно к этому челленджу придумать, чтобы прохождение заиграло новыми красками, другое дело. А если ко всему этому подобный ролик выпустить на какую-нибудь юбилейную цифру подписчиков, вообще прелесть будет. Поэтому я и решил так и сделать, и объединить мой самый первый челлендж на канале «Только 2 слота» с другим популярным челленджем на канале «Без подсолнухов». Вон, они даже рядом по просмотрам стоят, тем самым получив челлендж «Только 2 слота без подсолнухов». Звучит безумно, понимаю, но я хочу это попробовать сделать, пройти так Plants vs Zombies. Единственное, я понятия не имею, успеет ли выйти этот ролик, когда на канале будет 300 тысяч, так как, учитывая темп создания моих видео, их может быть кратно больше. Но это мы уже упустим, для меня это ролик специально на 300 тысяч подписчиков. И встречает меня игра, как удивительно, с соблюдением правил челленджа. Даже, можно сказать, перебарщивает, ведь слот 1 вместо 2, и никаких подсолнухов нет. Уже есть, но тебя мы ставить не будем, не мечтай. И даже больше скажу, по логике челленджа 2 слота я могу использовать первые 2 слота, но это если прям вдумываться. Поэтому предлагаю до получения выбора растений, а по возможности и после, стараться использовать один слот, чтобы еще интересней было. Это, кстати, не прибавился к данному челленджу еще один челлендж без 4 клеток. Не-не-не, так просто быстрее зомбиков убивать. Один единичненький горохострел, хочу сказать, хорошо справляется. Жаль, правда, за его такую крутость, Дэйв заставит меня его вскопать, чтобы начался боулинг. Эх. Про сам же боулинг, то это конвейер, в котором, если так посудить, нет по сути слотов. Поэтому предлагаю в них выбирать 2 растения, которые мы можем ставить. Тут же всего их 2, орех и орех красный. Обычного ореха тут вполне хватало, чтобы пройти. До волны я только ими уничтожал зомби по сути, собирая красные орешки. Но когда видишь, как их много, как же можно отказаться от такого заманчивого предложения, все красивенько бабах. Зомби 6. О нет, для одного горохострела, по опыту говорю, это беда еще та. Ведь ему, как мы знаем, с одним горохострелом на линии не хватает одной единственной горошины, чтобы перестать бежать и упасть лицом в пол. К счастью, что в уровне 1.6, что в уровне 1.7, все прошло практически гладко. Вот тут решен сумел сгореть горохострел и заставить газонокосилку работать. А вот и наконец выбор. Без выбора, правда пока, ибо зомби с ведром представляет для нас колоссальную проблему, так как с ним можно совладать только если на его линии, по которой он решил начать свое приключение у нас на поляне, посадить или 3 обычных горохострела, или 2 ледяных. Если же их будет меньше, будет довольно-таки грустно. Но это опять же я говорю исходя из логики, если играть с одним слотом. Как хорошо, что челлендж у нас с 2. И одно лишь нахождение мины во 2 слоте налегке исправит это ведроголовое недоразумение. Все равно умудрился газонокосилку забрать под конец, да что ж такое? Опа, кажись, я уже видел такую записку, но где и когда, не припомню. 10 уровень у нас, к слову, начался, конвейерный уровень, но в отличие от прошлого с боулингом, тут выбор растений, которые можно поставить, в несколько раз больше. И вероятно, можно было бы долго размышлять, какие 2 растения выбрать из такого обширного выбора. Но зачем? Если в одном из прошлых челленджей мы убедились, что одного растения в лице даблпишутера здесь с головой хватает, и никаких орехов, мин, а тем более вишен здесь не нужно. Поэтому их и все остальные растения, выезжающие отсюда, помимо выбранного нами, я старался быстро и аккуратно уничтожать без какого-либо вреда для зомби, просто чтобы они не забивали дорожку, и мы хотя бы иногда могли получать нужные нам растения. Как-то так. Ой, что-то я занадто долго объяснял, как будто уже уровень окончился, да и темнеть начало.
Наступила ночь, в которой солнышки с неба не падают, и вероятно не то что даже, а тем более так, я могу сказать, что челлендж наш с одним слотом по возможности продолжается. Ведь что нам еще нужно помимо бесплатного спора гриба тут? Хотя, возможно, пригодится мина. Ее бы я смог 2 раза посадить за уровень. Давайте ее на крайний случай брать, но если можно, не использовать. А не использовать очень даже можно оказалось. Ни зомби с газетой, ни зомби с ведром, ни зомби с дверью, ни даже футболист не стали триггерами для ее посадки. Лишь в каких-то исключительных моментах приходилось прибегать к газонокосилке. И то с самим зомби, не мне. Да и все. Рассказывая, кстати, все это, я пропустил уровень 2.5, где мини-игра лупить зомби. Особо мне про нее нечего говорить, на ней вообще не было задействованного ни одного слота. Но вот то, что произошло после нее, меня что-то как-то удивило, ибо то ли я раньше на это внимания не обращал, то ли был уверен, что это по-другому работает. В общем, Дэйв предложил мне купить 7-й слот. Что тут такого, вероятно, спросите, всегда ж предлагает. И в том-то и дело, что да, предлагает, но до этого он мне его еще предлагал после уровня 2.3, и я отказался, но он снова его почему-то предложил. Я же был уверен, что после первого отказа он перестает эту финансовую тему затрагивать хоть как-то, а оказалось нет, я в шоке. Почему тогда он мне 2-й раз не предлагал его в челлендже, где иметь растения не мог? Из-за этого мне ведь несколько раз перепроходить игру приходилось. Уровень 2.8, где объявился диско-танцор зомби. И у него, в отличие от всех прошлых претендентов на поедание наших мозгов, хочу сказать, лучше всего удавалось совладать со спорой грибами. Бесконечно спауня своих приспешников, он очень уверенно шел на пролом аж на 3 рядах. Ну а когда в следующем левеле он скооперировался с зомби с дверью, это привело к практически тотальному уничтожению меня. Но правда немаловажную роль тут еще играли могилы. Когда их наряду 4 штуки и из 2 вылазят зомби с конусами, ну тут без шансов, ребята. И вряд ли даже мина особо поможет в подобной ситуации. Так что к ее использованию я все же ни разу не прибег ночью. Как оказалось, полагаться лишь на газонокосилки было вполне достаточно. Да что ж такое, у меня огромное чувство дежавю, глядя на эту записку. Последний уровень ночной локации. Прошлые все 9 мы прошли с одним слотом. Очень было бы прикольно пройти и этот уровень, используя одно лишь растение. Тем самым пройдя всю локацию с одним слотом. Тем более, что и идеальное растение, позволяющее это сделать, определенно есть. Но случился небольшой казус, из-за которого все же пришлось проходить этот уровень с 2 растениями. В общем-то, зачищая конвейер от хлама, я подумал, отличной идеей будет садить могилоед на могилы и быстренько их вскапывать, так как кушает они достаточно долго. Но вот проблемка, оказалось, что вскопать их нельзя. Вот зомби их спокойно съесть могут, а я сам дать ему лопатой по голове не могу. Фигня какая-то. Но из-за этого в данном уровне к грибу судьбы пришлось добавить еще и могилоед. Как-то так. А теперь уже вряд ли выйдет баловаться, играя с одним слотом, ведь мы перешли на бассейн, где не выйдет прям взять одно растение и пройти. Хотя как сказать, в теории это возможно, конечно, если прям супер-пупер спаун намутить, где зомби по воде лишь в конце пойдут. Но мы все-таки реалисты, и подобным заниматься, по крайней мере, в этом ролике не будем. Может быть, как-нибудь в другой раз, наверное, не знаю, нет. Сейчас же я взял ледяной крахострел с кувшинкой, играется отлично. Конечно, немного проигрывает эта тактика обычному крахострелу, которым можно быстрее заставить все ряды, чтобы хоть какая-то защита была. Но в целом, если делать все правильно, то проблем никаких. Во 2-м вот уровне я допустил ошибку, поспешив поставить ледяной крахострел на воду, отчего времени и солнца мне было недостаточно, чтобы уничтожить нежданного зомби с газетой, идущего вот именно на верхнем ряду, оставленном без газонокосилки. Одного выстрела не хватило. И поразмыслив немного, еще и сознавая, что здесь идет зомби с ведром, для которого минимум бы пришлось садить 2 ледяных крахострела, я решил переметнуться к вышеописанной тактике с обычным корошком. И поначалу шло все очень неплохо, пугал лишь зомби с газетой, подбегающий постоянно впритык. Пережить я так смог уже намного дольше, аж до 2-й волны, но вот как-то вот так сложилось, что в кратчайшие сроки решил пойти зомби с ведром по воде, а как мы с ним разобрались, он видимо собрался по частям вновь и восстал из воды на том же ряду, так еще и за ним плыл зомбики, зомби с конусом. Как бы я ни старался его держать, чтобы они собрались в кучку и на них в конечном итоге бультыхнулась газонокосилка, но ничего не вышло. Зомбу с конусом будто намеренно замедлился осознаваемый план.
В следующем трае вы не поверите, произошло нечто похожее. Опять два зомби с ведром в конце и вновь все это на том же ряду. Вот не нравится он им чем-то. Подобное мне, если честно, начал напрягать. И хоть я осознаю, что играя с обычным крахострелом, я когда-то доставлю спаун без двух ведроголовых подряд, но захотелось поэкспериментировать, взять даблпи-шутер и посмотреть, может с ним что-то как-то выйдет, не выйдет. И возвращение к тактике с ледяным тоже ни к чему хорошему не привела. Поэтому я просто вернулся к самой успешной тактике и начал ждать хорошего спауна. Долго ждать не пришлось, кстати, сразу же прошел. Третий уровень. Теперь всплывающим зомби в конце прибавилась данная персона, зомби с трубкой, всплывающий из воды и именно перед растениями. Отчего хотелось мне снова пройти ледяными крахострелами. Вот не знаю, нравится мне подобная концепция тактики с ним. Тем более, что в моей голове она выглядит очень выгодной. Типа вот, для плавуна нужны кувшинки, чтобы он выползал и их ел, получал урон, а с замедлением они будут их дольше кушать, отчего понадобится меньше затраты солнц на эти же самые кувшинки. На деле же это работает по-другому как-то, что солнц не хватает ни на что, и зомби на чили, на расслабоне идут или плывут к моим мозгам. Жаль, ничего не вышло и в этот раз. В конечном итоге мне вновь пришлось прибегнуть к первому полученному растению в этой игре, чтобы пройти. Вот хочу я как-то по-прикольному прийти ко всему, чтобы тактики разнились от уровня к уровню, но что-то не удается осуществить подобное. Ой-ой-ой, нет, а вот и уровень, из-за которого мне в общем-то и захотелось переснять челлендж 2 слота, дать себе второй шанс, испытать себя. Ибо как раз в нем мне и пришлось пригнуть использованию третьего слота спустя много часов попыток, если не пыток, у меня никак не удавалось тогда его пройти. Так еще если посмотреть, в нем я активно тогда использовал тактику с подсолнухами, где был расчет на то, что выйдет посадить настолько много тройных крахострелов, что плывунов при появлении выйдет уничтожать до их коннекта с водой. И тактика подобная вероятно играбельна, если ловить этих зомбов в моменты, когда никто другой перед ними не плывет, что я тогда и пытался делать собственно. Но сейчас же все кардинально меняется, подобную тактику у меня не выйдет сделать, подсолнухи просто не берутся. Как же я это тогда сделаю? Какой вообще стратегии? Ведь наиболее эффективную вышеописанную я реализовать не могу, челлендж у нас двойной, напомню. Лично я уже у себя в голове давно все придумал и буду пытаться проходить до конца, используя комбинацию крахострела и водоросли. Как мне кажется, это единственная, наиболее возможная из оставшихся вариантов тактика, и никакие другие, в виде, например, комбинации любого крахострела плюс кувшинка, вряд ли приведут нас к победе, вспоминая, насколько много было проблем с ними в прошлых, более простых уровнях. Поэтому я просто напасся терпением, включил аниме на втором мониторе. Кстати, если хотите посмотреть аниме со мной вместе, то заходите на мой Twitch. Ну и играл и еще раз играл, дожидаясь той попытки, когда наименьшее число зомби решит искупаться. А в водоросли я смогу посадить как можно больше, пытаясь экономить на посадке каждую миллисекунду и ко всему просто пытаясь выиграть время для их перезарядки, задерживая зомби как можно дольше. Именно на эти три вещи я сделал ставку. И что тут сказать, поначалу мне даже начало казаться, что я явно переоценил свои стратегические способности, поспешив с выводами. Вот как будто не хватает водорослей в конце для победы. Но и играя, еще раз играя, нет, я пока не прошел, а немного лишь изменил свою стратегию по посадке водорослей. Суть подобного сооружения в том, чтобы максимально тянуть время ко всему и на воде, заставляя зомби плыть как можно дольше, когда они на данном ряду, ведь зачастую они выходят сразу на двух в воде, и подобная посадка будет нам играть на руку. Теперь у меня даже начало данной схемой выходить доживать до начала третьей, последней волны. Правда, как быть дальше, я не придумал пока. Что уж сказать, сражаться с самыми сильными зомби в игре – дело непростое. Да и в моменте возникла другая проблема. Я настолько сконцентрировался в решении проблемы с водой, размышляя, как еще лучше разыграть водоросли и в какой момент лучше всего будет задействовать газонокосилки, что чуть ли не вовсе забыл про сушу. А вот она при мне нет, отчего и проиграл несколько раз. Как-никак рандом и на ней может сыграть злую шутку, поэтому фокус с нее также не стоит сильно убирать. Ура! Мы это, ребята, сделали! Я смог разобраться с зомби в бассейне лишь водорослями, дотянув газонокосилки аж до начала третьей волны и только тогда задействовав их, отчего зомби в бассейне не пошли на ней, лишь выплыли парочку. Но было бы все-таки идеально. Подобная радость вылезла боком, отчего на одном из рядов на волне пошло сразу 4 зомби, из которых можно выделить зомби с конусом и, конечно же, ведром. А газонокосилок, как и большое количество крахострелов-то нет.
Почему нету, спросите вы? Что вообще случилось? Неужели тут подлый Дэв их втихаря продал, воткнув тем самым мне нож в спину? Нет, все гораздо и гораздо проще. Когда солнца практически тоже нет, а то и дело один за одним бегут зомби шестом, а порой в передаче перед ними стоит зомби с ведром, мало что выйдет сделать, вернее ничего не выйдет. Поэтому-то и не вышло хорошо подготовиться к волне на поляне. Эх. Это невероятно обидно проиграть из-за подобного, когда уже справился с основной проблемой. Неужели даже спустя столько времени я не справлюсь, не переборю этот чертов уровень? Неужели новый шанс, что я получил для прохождения этого уровня, ни к чему хорошему не привел, и все это было напрасно? Зомби с ведром пошел наряду, где газонокосилка. Теперь вопрос в другом. Успеет ли водоросль восстановиться быстрее, чем эта утка доплывет к другой утке? Ну, давай, пожалуйста. Да. Фух, это самый труднополучаемый ключ в моей жизни. Но я рад, что получил его, ведь тем самым я смог доказать в первую очередь себе, что это возможно, и исправить свою оплошность, сделанную в первом ролике на канале. Теперь подобное осталось суметь сделать всего-то еще и на уровне 3.7, к которому и предлагал бы перейти, но все же думаю, стоит рассказать немного о прохождении прошлых двух. Так, ну тут мини-игра, горохострел и вишню, со второй попытки все вышло. Ну а тут зомбони, я просто не удержался не попробовать пройти растением, которое наилучше всего его контрит и не является тем, которое просто так не исчезнет после того, как сделает свою работу. Речь, конечно же, о Чомпере. Ничего не вышло. Как будто я даже зря пытаюсь. Вот жевал бы этот балбес чуток быстрее, то может и вышло бы что-то путное. А так не. Но это также не значит, что вернулся к дефолтному сету. Не-не-не, я взял тройной горохострел и мин. Кабачок. Ну неплохо, хоть какое-то разнообразие. А вот теперь уже уровень 3.7. И хоть в нем на самом деле присутствует зомбони, но он реально легче. Намного. И дело в том, что тут нету попрыгунчика, который меня и вынуждал брать дефолтный горохострел в уровне 3.4. Теперь я могу со спокойной душой взять более ценное растение, которое поможет устранять наплыв зомби, с пониманием, что его уже так просто съесть не смогут, разве что задавить. Благо этого не произошло. И на удивление, я с первой же попытки прошел. Вау, а вот и дельфинчики. И еще больший вау, что я смог пройти этот уровень тактикой, который почти каждый уровень пытался пройти. Ну, хоть сейчас ледяной горохострел не подвел, хотя было близко. Очень. Ну и предпоследний уровень этой локации, и хоть в нем и не было зомби с трубкой, но как же я с ним намучился. Поначалу я пытался его проходить двойным горохострелом, потом переключился на горохострел обыкновенный, а после неудачи с ним я вовсе прокачал его до тройного, но ничегошеньки не вышло, давка сумасшедшая. И лишь после отмены улучшения, а после обратной небольшой прокачки до горохострела двойного, я смог нащупать что-то, и кажись, это что-то можно назвать удачным спауном, иначе я не знаю, как я смог это пройти. Вот теперь уже точно последний уровень локации бассейн, из обширного выбора в котором я выбрал себе тройной горохострел и кувшинку, чтобы просто заставлять всплывать одних чурчхел. А так, не будь их и без нее можно было бы обойтись, поэтому на них я даже и не ставил горохострелы. Правда, дальше их и вовсе ставить не смогу, ведь оказались мы уже на локации Туман, где Спора и Море-Грибы единственные наши друзья. И играть так клево на самом деле, можно отключить мозг и просто ставить грибочки. Переживать не о чем, все равно в уровне, где пролетает летчик, ведь от нас ничего не зависит. Первый его пролет я прошел с первой попытки, а вот второй уже был потрудней, 11 попыток понадобилось мне, нет, не мне, а игре, чтобы с ним разобраться. Все, летчика в ближайшие уровни не будет, можно снова почилить, в собой поиграть, с шахтером поприкалываться. Ой, ага, конечно, так и повелся. Это ведь шкатулка, которую дед уронил, 100%. Что вы мне стрелкой-то тычете? Не буду я ее трогать, шандрахнет ведь. Ну вот кто ее подобрал? Ох, а вот и третий залет летчика, неудачный по всей видимости, ибо в этот раз мне, а вернее игре, хватило всего лишь каких-то 3 попыток для прохождения. Четвертый и по совместительству последний его нормальный залет, где он сможет действовать безнаказанно, пошел.
Хотя, даже как сказать безнаказанно, в итоге наказывать его вышло еще и как. Но правда другой тактикой, не той, что вы видите на экране, где я достаточно долго и упорно пытался победить, используя звездоплоды и тыквы, в надежде, что газонокосилки справятся с основной проблемой. И даже больше скажу, так уровень точно можно пройти, смотря на мои удачные попытки, где я проигрывал в самом конце. Но мне уже настолько надоело ждать и надеяться на спаун, что я решил изменить тактику, сделать вот так. Найс. И ней, хочу сказать, стало не то что проще, но просто приятнее играть. Да едят звездоплоды, да ты сразу можешь начинать с самого начала, если зомби неудачно застакаются друг в друге. Но факт сдувания зомби на шарике все перечеркивает. В том числе и этот уровень, так как он уже пройден. Вот мы и добрались к крыше, что меня не может не радовать, так как способ прохождения у нас будет намного так отличаться, в отличие от прохождения этих челленджей по отдельности. Много недорогих приколочей набрать не выйдет, если брать сравнение челлендж без подсолнухов. А если брать два слота в сравнение, то мы не можем брать подсолнух, который я брал почти в каждом уровне тогда. В общем, намного это интересней, как минимум если оглядываться на прошлую локацию. В отличие от нее, уверяю, тут будет о чем поведать. Несколько интересных, скажем так, уровней тут соберется. Первым из коих можно смело выделить нет, конечно же не первый уровень крыши, в нем я вообще могил ездил как второе растение, о чем тут говорить. Второй тоже не сильно под критерий подпадает, ведь единственная проблема, которая по сути своей на нем присутствовала, это я и мое небольшое желание не покупать ни грабли, ни хламокосилки. Но даже прикупив их спустя время, от приколов игры и аномальной крутизне зомби шестом это не спасло. Ну вот каким боком эта тефтелия задефалась от газонокосилки? Просто как? Почему это уже традицией становится наблюдать какие-то сумасшедшие клатчи от этого зомби в моих челленджах? Он слишком крут. Хорошо, хоть и со стороны растений есть подобный соло-игрок, которого мы только-только получили, и это я сейчас не разбрасываю словами, запомните их хотя бы до конца ролика, ибо то, что напротив чудило, вас поразит, уж поверьте. Ну и что ж, наконец пришло время рассказать про один из уровней, на который мне пришлось потратить более 3 часов своей жизни, левел 5.3, где появился зомби Шледогрипп и зомбу-грипп судьбы. Ой, это не то. 5.4. Знакомьтесь, первый крышечный уровень, имеющий 3 волны и максимально мерзкий подбор зомби. Хотя зря я так на этом акцент сделал, это вообще не основная его проблема, ибо это никак не помешало мне практически его пройти с первой попытки, ко всему имея во втором слоте растения, выбранные чатом на стриме. Все дело и как таковая проблема просто в ужасающем спауне, который дал понять, что в первой попытке мне еще очень везло, так как далее подобное удавалось повторить уж очень редко, и огромным испытанием было просто уйти с начала уровня. Никогда не замечал, но спаун в данном уровне уж очень противен, так как с самого начала может идти просто тьма пластмассок, для которых, если ты не победитель лотереи, нужно минимум 2 кукуруза-пульты. И вот что делать, когда он со старта идет на ряду, где банально ничего нет, а в руках я держу 25 солнц, я без понятия. А еще я без понятия, что лучше всего подойдет к нашей кукурузе в комбинацию, жестяных банок-то нет. Что я только не пытался брать, водоросли, вишню, фонарь, мину, чомпер, пень, золотой магнит, кабачок, горшок, наверное будет проще сказать, чего я не брал. Но да ладно, интереснее, думаю, будет рассказать про мой увлекательный игровой опыт, полученный от этого уровня. Первую из наиболее удачных попыток и комбинаций растений можно прям смело выделить кукуруза-пульту и чомпера. Их дуэт превзошел все мои ожидания, которых на самом-то деле даже и не было. Кладя чемпера во второй слот, у меня было на уме лишь поприкалываться со зрителей, поиграть немного for fun. Но та картина их дополнения друг друга, на которые масло идеально спасает жующих чемперов, и вмиг от поражения изменяет весь ход уровня, меня просто поразило. И это еще молчу о том, что с чемперами проблем со стартом уровня не было. Пойди железяка 1 или 2 в самом начале, ничегошеньки не изменилось, они были бы съедены так же, как сеньор Конус. Как же я тогда собственно проиграл, если уж все настолько идеально? Вот в чем прикол, пока зомби не едятся, а урона 2 кукуруз не хватает заставить его не прыгать. А так как при воздействии газонокосилок, напоминаю, работает еще один приколдец, из-за которого зомби, планирующие идти на том ряду, не идут какое-то время, кидаясь разброс. Нагруз на остальные ряды существенно вырастал, поэтому к концу уровня я оставался не только без газонокосилок, но и с кучей зомби перед началом последней волны. И конечно же без солнц, ибо
ибо прыгуны прыгали повторно на ряд, где уже не было косилок. Приходилось скапывать чемперов и садить кукурузу. В общем-то, жесть полнейшая. А еще большая жесть, что закрепить успех данной стратегии, пытаясь сделать все грамотнее и четко, чтобы все же пройти, у меня не удавалось. Разбираться, если честно, что начало идти не так, мне не захотелось, и поиграв немного с еще странноватыми тактиками, где фигурировала мина и вишня, я понял, что стоит наконец перейти к более реальным сценариям, коих у меня было всего два. Горшок, с которым у меня за 2 часа ничего не вышло, но смотря на удачные попытки, я точно уверен, что так пройти возможно. Ну и кабачок. И именно он оказался наилучшим растением для меня, ведь он может давить бога, а уж про остальных я молчу. Как только его взял, я практически прошел. В третьем трае с ним я уже был одной ногой в уровне 5,5, и я чувствовал уже эту победу. Но радоваться прежде времени было зря. Снова зарешал рандом, а ведь шанс, что их закинет на эти 3 из 5 рядов, не такой уж и маленький был вроде как, но увы. Эх, за 3 часа уровень начал немного уже поднаедать, и ни одному мне, как я понимаю, кукуруза пульта врубили какую-то ульту. Все в масле. В ситуациях, где должны были съедать растения, они не давали этого делать. Они буквально начали создавать все возможные условия для победы, несмотря на спаун зомби, и к началу третьей волны не оставалось ни единого варианта, как это можно было проиграть. Наконец мы перешли в сад Дзен. Ну, ребят, сами понимаете, садзен трудный, да и не мог же я обойтись без исключений в ролике, пришлось сделать, простите. Тыква и чемпер, нормик, хотел бы и сам подобное даже попробовать, но боюсь, солнца не хватит, тем более когда выехала так, кто будет их нам помогать тратить, превращая мои растения в мишени, капульта тачка. Сказать, что при ее присутствии сажать на первые ряды очень опрометчиво, это ничего не сказать, но я рискнул. Все-таки всего 2 волны, да и по моей теории их не должно было много ехать, 2-3 штуковины максимум, но кажись, я где-то ошибся. 7 катапульт оказалось на моей крыше в данном уровне, они мне все поломали на первых клетках, а те, кто были под прикрытием конусов, такие вообще педаль в пол имели наглость прожать. Пережила я это на лакичах, был бы этого зомби-конус, или будь их 2, было бы печально. Ну да ладно, грустить еще не время, левел 5,7, а вот теперь время, 3 волны, непонятно что брать, те же проблемы, что и в уровне 5,4, и одни из, если не самые мерзопакостные зомби, которых только можно представить для этого челленджа, как мы уже выяснили в прошлых уровнях. Именно от него я начал ощущать чувство безысходности, ибо если в 5.4 у меня было представление, что это возможно, то тут нет, спаун чуть ли не доходит до абсурда из-за капульта тачек и подлых жуликов, а единственная логичная в моем понимании тактика для этого левела была с кукурузой плюс горшком, которая не удавалась. А если удавалось, то да, происходило нечто подобное. Вы не представляете, как это морально трудно проигрывать уйму времени за шаг до победы. Ощущение, будто, передо мной удочку с морковкой бросили. Как мне кажется, играть с закрытыми глазами, где после посадки каждого растения нужно делать сальтуху 360, и то был бы проще челлендж. Но опять-таки, тут не стоит сделать предусловие, если уж я его на уровне 5.4 не сделал. Воспринимайте эти все мои слова с пониманием того, что играю все это без сейлоудов, и используя их, проблем не было никаких, особенно с кукурузой. Можно было бы сохраняться перед каждым ее выстрелом и ролить до тех пор, пока она не выбрасывала только лишь масло. Но вот кому, скажите, было бы на подобное интересно смотреть? Мне лично нет, и предполагаю вам, моим зрителям, тоже не особо, а уж тем более зрителям на моих стримах, наблюдающим за этим в прямом эфире. Весь прикол геймплея с кукурузой, по моему мнению, как раз в том, что все зависит лишь от твоей удачливости. У меня лично даже настроение поднимается, когда начинают бросать прямо-таки тонны масла. А когда это челлендж, где любой зомби, появляющийся не там, где нужно, решает твой исход, так тем более. Для меня это было уже дело интереса и принципа пройти без использования сейлоудов, несмотря на сколько это будет трудно и нудно. Почти 4 часа мне пришлось топтаться на месте, упрямо брав кукурузу и горшок. Были, конечно, попытки, где присутствовал зонтик, гриб, но и так, больше из любопытства. Ой,
А вот эту стратегию вы не должны были видеть. Забудьте, сделаем вид, что этого не было. А то мне начали в чате некоторые доказывать, что качан круче будет. Я и взял попробовать. Оказалось, с ним еще хуже. Вдвоем еле-еле конус ломают. В то же время как одна кукуруза хоть и изредка, но может в соло разбирать подобных пешек, поставленных на нашей шахматной доске. И что активно вообще почему-то начала делать как раз после моей попытки с капустапультой, буквально наглядно показывая, чем все-таки она лучше ее. Смотря на подобное, честно, я не верю, что кого-то язык еще повернется произнести, что капуста будет лучше. Но можете попробовать, написав в комментариях. А пока пишите, я дальше понаслаждаюсь данным зрелищем, происходящим в этой попытке, в которой даже свезло на тарзаночных. Сильно они не наклеили, горшки воровали, а если и решался кто-то рыпнуться на кукурузу, то... Они его уничтожили. Чего-чего, но этого я никак не ожидал. Шанс этого настолько невелик, что я даже не то что не надеялся, а просто не думал о подобном. В тот момент я наоборот кричал в экран, чтобы они масло перестали кидать, дав ему возможность побыстрее убраться за пределы экрана. Не произойди этот покчам момент, и даже данная отличнейшая попытка, вероятно, для нас была бы фатальной, ведь мне бы пришлось потратить поверх 100 солнц. Критически важных, как оказалось в конце, 100 солнц. Увидя это, я хотел уже нажимать на кнопку рестарта, но решил вновь попытать судьбу, поставив одну единственную за эти чудом сохраненные 100 солнц. Выглядит это безнадежно, невозможно, да просто глупо, даже ставить горшки перед ней, ну вот какой шанс уничтожения этих зомби, он просто микроскопический. Что-то наравне с этим можно представить, как если бы прямо сейчас кукуруза выбросила 7 раз подряд масла, это даже звучит абсурдно. Но прямо сейчас, на наших глазах, это произошло, стало явью. После подобного эту кукурузопульту можно заскринить и в рамочку повесить, на аву поставить. То, какие обстоятельства открыли возможность ее посадки, и то, что нас решило в такой безвыходной ситуации после, нечто нереальное. Будь на ее месте любая другая, не справилась. А это, если захочет, то и с Гаргантюа сможет совладать, который, к слову, залез к нам на крышу проверить это. С первым Гаргантюа что справиться своими силами не удалось, но я и не удивлен, зомбик мешался, да и как ни крути, та самая кукурузопульта наряду пониже стоит, с прошлого уровня еще осталось, вот пойди он там, шансов у него не было никаких, что, кстати, и можете наглядно видеть как раз со вторым телепузиком, который решил попытать свою судьбу. Снова в соло, получается, затащила, а то, что тут много сейчас зацеченных кукурыз стоит, это вам показалось. И как же мне хотелось, чтобы мне показали и зомби, с которыми мне предстоит бороться в следующем уровне. Только видя их, я уже морально подготовился потратить примерно такое же количество времени, как и на уровень 5.7. Но все вышло немного по-другому. Основной, вероятно, главной проблемой было просто начать, дожить до появления тех самых трудных зомби. Если в 5.4 и 5.7 это было быстрее второстепенной проблемой, то тут такое ощущение, что эти зомби идут с какой-то вечеринки, где за место колпаков были конусы, почти у каждого второго он есть. У меня, кстати, тоже. Даже когда у меня удавалось как-то выживать, отстроиться с большими потерями на еле-елечах к началу второй волны, то уже появлялись они. Такой исход и 2 десятка неудачных попыток мне прямо показал, что если я хочу пройти, надеюсь не только лишь на удачу, горшки мне точно нужно убирать со своего слота, освободив место для какого-то недорогого инстакила. Под такое описание подпадает всего 2 растения, а раз уж воды у нас нет, остается лишь она, мина. Надеюсь, это именно то растение, которое позволит решить проблему со стартом, а после и с более проблемными зомби. Хотелось бы, конечно, кабачка, но нельзя, разница в цене слишком весомая, капульта тачка не даст дышать тогда, а я и так не уверен, будет ли мне хватать солнц начать выстрелы кукурузой в попытках ее чем быстрее уничтожить и сохранив жизнь на важные теперь для нас горшки. Вроде выходит, делая не все правильно, а то есть кидая масло, 2 кукурузопульты даже уничтожить не дают одну из них. Ряд мин тоже себя отлично показывает, взрывают лишь кого нужно, хотя я ожидал, что часто будут однорукие зомби, доходить к ним с 1 хп, но нет. Настолько все идеально начало идти, что чуть ли не знаю, чей можно пойти делать, и они там как-то оставшуюся половину проживут. Только вот я никуда не отходил и к концу не прожил. В одном из появлений капульта тачки не свезло на масло. Очень, причем ценой 2 зернопульт, а там уже ведроколовый поплелся, не дав даже добить. Как итог, минус еще и горшок, а после и весь ряд, так как и тайминг, чтобы их 2 взорвала мина, поймать, конечно же, не удалось.
Грустно, но не страшно, не произойди это в этой попытке, у нас не было бы следующей, которая полностью уничтожила мою веру в то, что без инстакиллов это все хоть с мизерным шансом возможно пройти. И показала, как можно одновременно так сильно вести и не вести в то же время. Вечеринка возле нас по всей видимости сменила свои головные уборы на ведра, катапульты начали выезжать намного чаще, зомби с лестницами вдруг решили объявиться и в наглую об один ряд биться, а второй ряд, на котором мы в прошлой попытке проиграли, я вообще могу назвать своей черной полосой. Три железяки пошли на нем практически в один момент, только и кое-как с ними даже не разобрался, как дед почти подошел, взорвался. Растения-то он не задел, но своим взрывом он призвал существо, пошедшее на этом чертом втором ряду. У меня в голове не укладывается, как это у меня вышло пережить. На каждую неудачу мне вдвойне везло, выдавая тучу масла и нереальнейшие тайминги. Это чудо. Ну и босс, думаю, мы пройдем его как обычно, нашей любимой тактикой. Как это? Стоп, а где конвейер? Да вообще хоть что-то. Я поймал какой-то баг? Или это челлендж все-таки непроходим? И как мне играть? Неужели мне молитвой, верой проходить? Да что вообще происходит? Что это за мужик? Ты кто? В общем, не знаю, что это сейчас было и кто такой Джо Хенри, но теперь я верю в Джо Хенри. Челлендж наконец полноценно пройден, и отвечая на вопрос, можно ли пройти игру без подсолнуха с 2 слотами, я могу сказать уверенно, радостно, да. Если, конечно, Дудзен попотеть. Как-то так. Очень надеюсь, ребят, что вам ролик понравился. Для меня это, наверное, пока лучший ролик на канале. Хотя, начиная его делать, я даже и не думал, что он выйдет таковым. И еще раз спасибо вам за 325 уже тысяч подписчиков. Ну и всем пока.